Добрый день, дорогие коллеги. Меня зовут Усенова. Я являюсь сертифицированным родологом-консультантом, город Бишкек, Кыргызстан. И я рада вас всех приветствовать на данном международном пресс-конгрессе. Тема моего доклада — «Влияние пандемии COVID-19 на отношения в семье в условиях изоляции». Good afternoon, dear colleagues. My name is Usенова. I am a certified rodologist consultant from Bishkek, Kyrgyzstan. I'm happy to welcome you to this international pre-congress. And the topic of my report is impact of the COVID-19 pandemic on the family relations during isolations. По исследованиям Докучаевых, социальные катаклизмы, войны, репрессии, раскулачивание, голод оставляют свой психологический отпечаток, который передается следующим поколениям. И это потом может проявляться в модели поведения человека в виде страха потерь, страх смерти, повышенная тревога, недоверие к власти и страх голода. According to Dokuchayev's researchers, social cataclysms, wars, repressions, expropriations, hunger leave psychological mark, which transfers to the next generations and will be reflected soon in behavioral model of the person. Fear of losing or death, increased anxiety, mistrust of the authority, fear of hunger. Так, время карантина, связанного с коронавирусом, для многих людей по всему миру стало неким испытанием. И каждый современный человек, каждая семья проживали и проживают этот непростой период по-своему. Thus, the time of COVID quarantine has become a challenge for many people around the world, and every modern person and every family has been living and currently living through this difficult period in their own way. В такой период актуализируются многие бессознательные программы, в основе которых чувство страха и тревоги. Как показала практика работы с людьми, в период карантина многим потребовалась помощь специалистов, и в то же время многие люди не обращались за помощью, так как у них нет этого навыка, и оставались в синдроме жертвы. During this period, many unconscious programs based on fear and anxiety are being updated. As the practice of working with people during quarantine has shown, many people required specialist help, and at the same time, many people didn't seek help because they didn't have this ability to ask help, being in the victim syndrome. По данным кризисных центров, увеличивалось домашнее насилие, так как семья находилась долгое время в одном пространстве, причем эта тенденция идет по всем странам. According to crisis shelters, domestic violence increased as the whole family stayed in the same space for a long time. This trend is shared by all countries. Только в Кыргызстане за 3 месяца, по данным МВД, выросло домашнее насилие по сравнению с прошлым годом на 62%. Кризисные центры вынуждены работать удаленно, могут консультировать жертв домашнего насилия только по телефону. Only in Kyrgyzstan, according to the Ministry of Internal Affairs, domestic violence has increased in 3 months for 62% compared to last year. Since shelters have to work remotely, they can help victims of domestic violence only by the phone. Женщины-жертвы не могли нарушать условия карантина, поэтому не имели возможности уйти хотя бы на время, и приходилось это время проживать вместе с мужем-агрессором. Female victims couldn't violate the quarantine regime, thus were not able to leave at least for some time, so they had to live with the husband aggressor. У многих жертв домашнего насилия, к сожалению, не было возможности даже просто позвонить по телефону, так как нет телефона, компьютера или невозможен доступ к ним. Many victims of domestic violence unfortunately hadn't even been able to make a phone call as they had no telephone, computer or access to it. В Кыргызстане стали еще больше поднимать данный вопрос на уровне государства, так как домашнее насилие стало проявляться в очень жесткой и жестокой форме. И таким образом вступил в силу закон, что агрессора будут задерживать на 48 часов и изолировать от семьи.
In Kyrgyzstan, they began to raise this issue even more at the state level, as domestic violence began to manifest itself in a very harsh and brutal form. As a result, the law came into force that the aggressor would be detained for 48 hours and isolated from the family. В многодетных семьях особо чувствовалась тревога касательно продовольствия, так как не все могли себе позволить сразу закупить продукты, когда народ массово скупал продукты первой необходимости. И это еще раз подтверждает тот факт, что во многих семьях нет сбережений, то есть они не умеют сохранять и накапливать деньги. In large families, anxiety about food was especially felt, since not everyone could afford to immediately buy food, when people massively bought basic necessities. And this one again confirms the fact that in many families, there are no savings. They don't know how to save and accumulate money. Что касается перехода образовательного процесса в формат онлайн, это также сказалось на психологическом климате семьи, особенно там, где более 2-3 детей. As for transition of the educational process to the online format, this also affected the psychological climate of the family, especially in families with more than 2 to 3 children. Мною был проведен онлайн-опрос в соцсетях и WhatsApp-группах. Участников было 149 человек. Большинство участников были из Кыргызстана, Казахстана, а также России. I have conducted an online survey in social networks, including WhatsApp chats. There were 149 participants. Most of the participants were from Kyrgyzstan and Kazakhstan, as well as from Russia. Картина опроса оказалась не такая негативная, как сводки из новостей, потому что люди, участвующие в опросе, имели сотовые телефоны или компьютеры и связь интернет и умеют ими пользоваться. The survey picture wasn't as negative as the news because the people participating in the survey had cell phones or computers and internet connections, and they know how to use it. На вопрос, как вы оцениваете свое психологическое состояние во время карантина, 6% ответили очень плохо, 67,7% ответили удовлетворительно, 34,9% ответили хорошо и 12,8% ответили прекрасно. To the question, how do you assess your psychological state during quarantine? 6% of participants said that it was very bad, 67.7% satisfactory, 34.9% good, and 12.8% excellent. На вопрос, сложно ли вам было находиться во время карантина в одном пространстве с родными, 83,9% ответили нет, и 16,1% участников ответили да. To the question, was it difficult for you to stay in quarantine in one space with your family? 83.9% answered no, and 16% and 16.1% yes. На вопрос, как карантин повлиял на ваши семейные отношения, 47% ответили, что отношения остались неизменными, 33,6% участников ответили, отношения улучшились, и 8,1% ответили, что были конфликты и ссоры. To the question, how did quarantine affect your family relationships? 47% of participants said that the relation remained unchanged. 33.6% relations improved, and 8.1% there were conflicts and quarrels. Несколько человек ответили: «Хорошо, что я одна» или «Повезло, что я не замужем». Также были расставания между парами и такие случаи, когда мужчина возвращался к законной супруге. There were few answers. It's good that I'm alone, or lucky that I'm not married. There were also breakups between couples, and in some cases, a man returned to his legal wife. На вопрос, как повлиял карантин в отношениях с мужем и женой, 39,6% ответили «все нормально»,
17,4% ответили отношения стали лучше, 6,8% ответили отношения ухудшились и 2% были на грани развода. To the question, how did quarantine affect relations with the husband and wife? 39.6% answered everything is fine. 17.4% relations got better. 6.8% relations got worse. 2% on the verge of a divorce. На вопрос, как повлиял карантин в отношениях с детьми, 45,6% ответили «все нормально», 18,1% ответили «отношения стали лучше» и 10% ответили, что отношения ухудшились. To the question, how did quarantine affect relations with your children? 45 and 6% answered everything is fine. 18.1% relations got better. 10% relations got worse. На вопрос, приходилось ли вам обращаться за психологической помощью к специалистам, 18% ответили «да». To the question, have you had to refer to specialists for psychological help? 18% answered yes. На вопрос, обращались ли вы за помощью в соответствующие органы или к родным, 2,7% обращались за помощью к родным и 1,5% обращались в милицию. To the question, have you applied to the appropriate authorities or relatives for help? 2.7% asked relatives for help. 1.5% contacted the police. Если рассматривать с точки зрения тех, кто обращался за помощью к специалистам, 90% из этой группы, их предки воевали в Великой Отечественной войне. 60% есть ранняя смертность в роду, 62% детская смертность в роду, 80% раскулаченные, 30% репрессии, 70% из них знакомы с родологией и работают над собой. If we consider from the point of view of those who refer to specialists for help, 90% whose ancestors participated in the Second World War, 60% have early death in their kin, 62% child mortality in their kin, 80% of expropriations, 30% repressions, and 70% of them are familiar with rodology and work on themselves. Здесь можно сказать, что у людей есть навык обращения к специалистам. Из этой группы людей только 2 человека чувствовали себя очень плохо, у остальных же было удовлетворительное, хорошее или прекрасное психологическое состояние. Here we can say that people have the skill of contacting specialists. In this group of people, only 2 people felt very bad, while the rest had a satisfactory, good, or excellent psychological state. Если рассматривать с точки зрения тех, кто чувствовал себя очень плохо, 15% из них обращались за психологической помощью, и 95% из этой группы, их предки воевали в Великой Отечественной войне, 60% есть ранняя смертность в роду, 40% есть детская смертность в роду, 45% раскулачивание, 20% репрессии, 20% из них знакомы с родологией. If we consider from the point of view of those who felt themselves very badly, 95% whose ancestors participated in the Second World War, 60% have early death in their kin, 40% child mortality in their kin, 45% expropriations, 20% repressions, and 20% of them are familiar with rodology and work on themselves. Здесь можно сказать, что у людей практически нет опыта обращения к специалистам, или они не знали, куда обращаться, или не было возможности. We can say that people have practically no experience in contacting specialists, or they didn't know where to go, or there was no opportunity. Вопрос, знакомый с родологией, из всех участников опроса, 149 человек, 37% ответили «нет», никогда не слышали или слышали, но пока еще не интересовались. 63% ответили «да», то есть проходили консультацию, обучаются или были слушателями клубных встреч по родологии. To the question, are you familiar with rodology? Of all 149 survey participants,
37% answered no, never heard, or heard but not yet interested. And 63% answered yes, consulted, studied, or were students of club meetings on rodology. На период карантина ко мне лично обращались люди, как правило, это мои клиенты, либо те люди, которые были на клубных встречах по родологии, либо состоят в чатах по родологии, в основном это женщины. During the quarantine period, people contacted me personally, usually my clients, or those people who were at the club meetings on rodology, or in chats on rodology. Most of them were women. Обращались по разным запросам, но именно в период чрезвычайной ситуации, во время жесткого карантина, у них поднималась тревога и страх неизвестности. У кого-то была паническая атака, так как казалось, что выхода нет. Страх, что не будет еды, не будет работы, страх потерять близких, страх за свою жизнь, ощущение ограничения свободы в условиях пребывания в своем же доме. They addressed on different requests, but during the emergency situations and tough quarantine, they had raised worries and fear of the unknown. Someone had a panic attack as it seemed that there was no way out, fear that there would not be food, there would be no work, fear of losing loved ones, fear for one's life, feeling of limitations of freedom in their conditions of staying in their own home. Также были запросы, связанные с конфликтными ситуациями в семье, со своими партнерами, детьми, как правило, это подростки или взрослые дети, оставшиеся без работы, а также усугубление отношений с родственниками своего партнера. There were also requests related to conflict situations in the family with their partners, children. As a rule, these are teenagers or adult children who have been left without work, as well as worsening of relations with relatives of their partners. Моя задача была перевести клиента в ресурсное состояние через поиск ресурсов в их родах и обратить их внимание на то, что сегодня государство заботится о здоровье населения и о всех людях. Фокус на ситуацию менялся и стабилизировалось внутреннее состояние клиента. My task was to transfer the client to a resource state by searching for resources in their kin, families, and to draw their attention to the fact that today the government cares about the health of the population and about an all nation. The focus on the situations was changing, and this stabilized the internal state of the client. Мною были проведены несколько онлайн-клубных встреч. Также был разработан и проведен тренинг по созданию гармоничных отношений в паре. Проводилась поддержка в чате, консультации и прямые эфиры в Инстаграме. I have conducted several online club meetings, developed and conducted training on creating an harmonious relationship in a couple, carried out chat support, consultations, and live broadcasts on Instagram. В завершении могу сказать, что те люди, которые обращались к специалистам, психологам, родологам, в кризисные центры, в службы поддержки и работали над своим психологическим состоянием, переходили в более ресурсное состояние и приходило понимание, что данная ситуация временна. In conclusion, I can say that those people who refer to specialists, psychologists, rodologists, crisis shelters, support services, and work on their psychological state, switched to a more resourceful state. They came to understanding that this situation was temporary. И это говорит о том, что в условиях изоляции и карантина у людей должно быть как можно больше возможностей обращаться к специалистам, чтобы оставаться в психологической устойчивости в такой сложный период. And it means that in conditions of isolation and quarantine, people should have as many opportunities as possible to refer to specialists in order to remain in psychological stability during such a difficult period. Благодарю за внимание. Thank you for your attention.